Друзья, всем привет! В общем, мы не останавливаемся и движемся вперед. Сегодня, какая погода бы на самом деле не была, мы все равно едем и покупаем машины. В любые. Ниже рынка самое главное, чтобы было что по ним делать. И нам было интересно выходить в итоге на выхлопе. Значит, это была очень быстрая сделка. Прям нереально. Алло, забираете? Забираем. Мы даже не смотрели, в принципе, на самом деле. Готово. Ну, открою маленький секрет. Это машина нашего, так сказать, друга, вот, который нам периодически подгоняет машины. Это не тот, который подгоняет леденцы, это подгоняет тот, которому надо что-то поделать, но все равно на этом ему огромное спасибо. В общем, сегодня это будет малолитражка по сравнению, хотя нет, по сравнению с Пиканто это многолитражка. 1.6 на механике, народный автомобиль, и это Chevrolet Lanos. Значит, есть некоторые недочеты, которые нам придется исправить. Во-первых, надо фары будет поставить, как должны стоять. В пазике тут не попал. Покрасить передний бампер. Покрасить капот. Стекло, как ни странно, без трещин, без сколов, без всякой такой ерунды, которую нам придется вкладывать деньги. Значит, задняя арка. Обязательно нам придется это сделать. Причем она уже крашеная. Тут видно такой довольно внушительный слой шпаклевочки. Так, задний бампер, не знаю, это будет под вопросом. Если деньги останутся и будет она еще актуальна. Так, еще нам предстоит сделать заднее левое крыло. И жалко, что дождь идет, конечно. Может, кстати, ее во время дождя продавать, потому что тут не видно. Короче, тут лак слез. Я протру. Надеюсь, будет видно. Вот именно здесь. В общем, машину, я на ней прокатился. Не буду говорить, что я еще не ездил на ней и не знаю, что и как. В общем, я на ней прокатился, и едет машина отлично. Прям вот, знаете, вот за ней ухаживали, за ней следили. Сейчас быстренько пробежимся по салону, потому что на улице идет дождь, и мне слегка некомфортно. Но тут стоит камера заднего вида. Рабочая. Здесь есть подогрев сидений. Все стеклоподъемники у нас электрические. Электрические зеркала. Видал? Идеальная отделка. Это бонус. Это, знаете, тут у меня всегда проблема, сколько бы машин я не брал, ну, за редким исключением. Здесь работает кондиционер. 5 минут, полет нормальный. Chevrolet Lachetti полной боевой готовности и едет в малярочку. Дел, конечно, много, но мы совсем справимся. Так что приведем ее в порядок. Вот по кузову единственное вот это ее недочет. Вот сейчас я еду, наверное, минут 15-20. Ничего не стучит, ничего не гремит. То есть все, даже по салону, в принципе, все довольно очень чисто. Сцепление работает нормально, все коробки, все передачи. Впереди камера на полосу. Да, впереди камера на полосу. Впереди камера на полосу. Через 600 метров на светофоре. Заткнись, это моя речь. Она украла мою речь. Все передачи переключаются отлично. Пятая не вылетает, ни третья не вылетает. Поэтому супер, в принципе, цена, качество. Сейчас доедем до малярки, посмотрим, что нам по срокам скажут. У нас, кстати, новая новость. Забавно звучит новая новость. Это вообще масло масляное. У нас маляр переехал в новое место. А тут у него должен быть и камера, и все остальное. Все, пригнали мы маленький Lachetti. Много чего нужно сделать. Ну и с первого взгляда даже все видно. Вот, поэтому все. Откуда-то пахнет антифризом. Надеюсь, это не от нас. Нет, точно не от нас. Там все хорошо. Все, короче, отдаем ее. Я думаю, что в промежутках мы будем заезжать, смотреть, как у нее дела. И, естественно, делать какие-то подсъемки. Так что до встречи. О, да. -1. Блин, направо пойдешь, куда попадешь, налево пойдешь.
куда ты еще попадешь. Так, куда же нам направиться? Волк, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Баба Яга. Да, не богатый выбор. А нет ли тут до пляжа 100 метров? Или там кафе направо? Чувствую, крузаков здесь не очень любят. Ну что, ребята, переехали в отличное место. Теперь здесь и больше места, и больше света. И теперь у них есть светлое помещение. Огромное светлое помещение. Это плюс. И теперь сюда помещается как минимум 6 машин, поэтому можно загонять побольше, сотрудников будет больше. Еще есть камеры. Так что теперь будет только качество. И, надеюсь, скорость. Работа идет полным ходом. Помните, какие были крылья, да? Бампер подготовили. Капот подготовили. Крышу тоже все сделали. Ну, тут по мелочи, по мелочи, по мелочи. Крыша пятнистая тоже почти готова. Ну, в целом, как-то так. Очень даже неплохо получилось. Знаете, есть такая фраза: это не женщина, это беда. Вот у нас сегодня произошла такая же проблема. Шевроле. Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что, никогда. Это не женщина. Это не машина, это какая-то большая красная проблема. Значит, вчера хотел ее показать, но она сейчас передвигается, загорелась очередная ошибка АБС. Когда сбрасываешь аккумулятор, она на какое-то время гаснет, но когда на улице сухо, она пропадает. Когда на улице дождь, там что-то с контактами происходит, она опять загорается. В общем, ну это меньше из зол, которые сегодня произошли. Человек сегодня захотел посмотреть машину часа в 4, я думаю, надо заранее подготовиться, потому что что же может пойти не так? Да все может пойти не так, это же Chevrolet, это же GM. Поехал, завел ее. Она что-то чихает, пукает, ничего не получается у нее подхватить обороты. В общем, короче, мучился, уже позвонил специалисту по джему. Он говорит, ну, говорит, подъезжай, посмотрим, что с ней. С грехом пополам как-то она доехала до заправки. И я такой думаю, ну, ладно, уже отсюда меня как-то можно будет эвакуировать или на трассу докуда-то дотянуть. Потому что лампочка еще не зажглась, но к красненькому делению уже начала подходить. И вот, я заправил ее до полбака. И чудо, машина сама исцелилась, сама починилась. В общем, чудеса какие-то. Бензин закончился, Эртугрул. Мы же недавно заправлялись, бей. Но я никогда не думал, что машине может быть настолько плохо, когда деление почти минимальное и бензина почти нет. Я же расстроился, думаю, ну что, ну это дроссель, может это насос топливный или еще что-то. Нет, оказалось все гораздо проще, просто надо было заправить автомобиль. Вот такие вот у нас сегодня дела. Машинка, в принципе, очень симпатична получилось. Мы ее не химчистили, просто обычный комплекс был. Да, есть пятна, есть разводы, но это категория за 300, к которой мы обещали не возвращаться, но в итоге вернулись. Сегодня едет первый клиент, первый покупатель, тот, кто хочет посмотреть машинку. Вот.
Он вроде как воодушевлен, ему все понравилось, я ему все по факту, все честно объяснил, рассказал. По машине надо делать, естественно, вложения. По списку там это радиатор, дальше что прокладка клапанной крышки, ремень ГРМ надо поменять, потом лямбда-зонд до катализатора. В общем, я, короче, все это посчитал. На круг получается, наверное, вместе с работой 1020 с копейками, 25, наверное. Вот. Я все честно человеку объясню, расскажу, покажу список, который я составил по рекомендациям, ему отдам. Дальше пусть он сам решает. Если что, как бы мы всем, чем можем, мы всегда поможем. Запчасти по оптовым ценам мы сделаем. И специально обученного механика по джему мы им тоже, кстати, предоставим. Я с ним поговорил, он сказал, если будет вопрос, естественно, пусть обращается. Ну вот, уезжает наша «Шевроле», причем «Шевроле» будет 2 CB. Так, пришло время подвести итог по «Шевроле Лачетти». Значит, мы ее взяли за 165 тысяч рублей. Мы не сильно много в нее вкладывали. В принципе, мы в нее вложили только малярка, восстановление арок, покраска крыши. И нам обошлось все это под ключ 30 тысяч рублей. Помыли мы ее своими силами. Полировка обошлась нам в 5 тысяч рублей. И, в общем, машина на круг у нас стала 200 тысяч ровно. Недолго мы ее продавали, недели, наверное, полторы. В общем, мы ее отдали за 260 тысяч рублей. 60 тысяч рублей представила чистая прибыль. Помним, что у нас в кассе было 1 миллион 20 тысяч. Все расходы вычтем там и так далее и тому подобное. Прибавим 60 чистой прибыли, и получилось 1 миллион 80 тысяч рублей. Мы не остановились. И мы уже делаем новую машину. Она уже разобрана, она уже... Давайте раскрою секрет, она уже загильзована. И сейчас происходит процесс сборки. Маленький такой. Никто не поймет, что это за машина. Может, конечно, какие-то эксперты поймут. ГБЦ уже, в принципе, готово. Притираются клапана. Все самое интересное в следующей серии. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик и написать комментарий. Это очень важно. Спасибо, ребята. До встречи.